Приветствую, это Илья и мой канал Антимрак. Поговорим сегодня об экстремальном образе как иллюзии социальной жизни. В конце видео я разберу причины того, почему та женщина-мотоциклистка разбилась насмерть. Я довольно часто сталкиваюсь с тем, что YouTube рекомендует мне видео с людьми, демонстрирующими различные виды экстремального поведения, например, практикующих некое сыроедение, хотя я смотрю эти видео не потому, что мне это интересно с точки зрения того, что кто-то пытается практиковать, не потому, что я сам собираюсь это практиковать, а с точки зрения моего интереса к причинам такого человеческого поведения, да, как социального феномена. И я исследую этот вопрос именно в социальном контексте, потому что это касается демонстрации людьми своего поведения и наличия большой аудитории у них, которую привлекают материалы подобного вида. Почему вообще человек выкладывает видео с тем, как он себя необычно ведет со своим здоровьем в общий доступ? И почему этих людей смотрят миллионы? Или миллионы как раз таки и смотрят это по причине того, что данные люди демонстрируют им свое экстремальное поведение. Например, я видел в Ютубе много раз женщину, которая называла себя так называемым сыроедом и питалась исключительно фруктами и пила фруктовый сок вместо воды. И не является ли демонстрацией подобного идиотского поведения способом привлечь внимание к своей персоне? Но с другой стороны, если они не несут в мир ничего осмысленного, то они бы и не стали такими популярными, если бы не демонстрировали свое экстремальное поведение. То есть экстремальное поведение, связанное с угрозой собственной жизни, наподобие всяких так называемых сыроедений, катаний на мотоциклах и прочих видов идиотизма. Это всего лишь стремление привлечь внимание аудитории. И чем экстремальнее демонстрируемое ими поведение, тем большее внимание аудитории оно привлечет. Экстремальный образ как способ привлечения внимания аудитории. Конечно же, угрозу, которой они подвергают свою жизнь, можно считать косвенной, но если изначально они позиционируют себя как экстремальные люди, то их поведение подразумевает угрозу своей жизни, потому что именно она служит фактором, привлекающим внимание. Сам блогер по мере увеличения своей аудитории начинает отождествлять себя с этим образом человека с экстремальным поведением и постоянно повышает степень своей экстремальности, желая заслужить еще большее внимание со стороны новой и уже существующей аудитории. Причем абсолютно не важно, какой вид экстремального поведения демонстрирует блогер. Это может быть как голодание, так и переедание, катание на мотоциклах и прочий идиотизм. Сверхидея как основа экстремального блогерства. Экстремальное блогерство строится на сверхидее, определяющей все поведение блогера. Например, та же самая женщина, евшая исключительно фрукты и пившая исключительно фруктовый сок, это пример того, как блогер начинает руководствоваться какой-то одной сверхидеей, с позиции которой он себя позиционирует как блогер. То есть изначально содержание блогерской деятельности заключается в следовании некой сверхидеи, и при этом блогер, следующий ей, не обосновывает никакими здравыми доводами следования ей, а следует ей безапелляционно, как будто бы она не подлежит влиянию каких-либо условий, которые могли бы сделать ее несостоятельной. Как в случае с этой блогершей, за сверхидею берется так называемое сыроедение, которое включало в себя исключительно фрукты. И
это напоминает своего рода самопожертвование ради того, чтобы собрать вокруг себя большую аудиторию. Самопожертвование, основанное на вере в сверхидею. И подобные сверхидеи, подразумевающие некую крайность, служат своего рода компенсацией того, что человек не может себя преподнести ни с какой другой стороны. И только крайность, как в выше приведенном мной примере, по отношению к своему здоровью и как следствие к своей собственной жизни и является средством проявить себя, привлекая тем самым внимание к своей персоне. И несмотря на всю абсурдность идеи, этой идеи человек использует ее как шанс заявить о себе. При этом он не углубляется в мысль о том, каким последствиям могут привести его действия для него самого и окружающих. И можно еще привести пример таких экстремалов, как мотоциклисты, да. Правда, я не знаю, есть ли смысл в приведении различных примеров экстремального поведения, но для меня это имеет смысл, потому как эти примеры, кажущиеся различными, наглядно демонстрируют один и тот же принцип, заключающийся в экстремальном поведении, в первую очередь по отношению к самому себе. И человек тем самым изначально создает себе экстремальный образ, посредством которого он себя позиционирует перед своей аудиторией и с которым он себя одновременно идентифицирует. Просто в силу того, что никаким другим образом он себя не может проявить в первую очередь по отношению к самому себе. В стремлении получить все больший отклик такие люди начинают вести себя все более экстремально, то есть они будут отказываться, например, от воды и начинать пить исключительно фруктовый сок, как вот та самая женщина в выше приведенном мной примере. Или если это мотоциклист, то он может начать еще быстрее ездить, чем ездил ранее. И так происходит по причине того, что человек оказывается в ловушке этого экстремального образа, который он сам создал и с точки зрения которого его воспринимает та самая его аудитория. И опять же, все это происходит по причине того, что сам человек не идентифицирует себя с точки зрения своей внутренней целостности, самодостаточности. Ему нужен некий стимул, при помощи которого он себя идентифицирует. То есть, если аудитория оценит положительно видео, где, например, блогер-мотоциклист разгоняется до 300 км в час, то он будет стараться совершать все более рискованные действия на том своем мотоцикле для получения еще большей реакции от зрителя, чем получал ранее. И в итоге такие люди начинают действовать исключительно ради получения такой реакции, не считаясь с мерами безопасности. У тех же самых так называемых сыроедов дело доходит до крайних ограничений себя в пище и, как следствие, приводит к ухудшению здоровья и в последующем, возможно, и к смерти, как произошло с той женщиной. Почему человек живет ради образа? Я много раз в своих видео приводил понятие образа в контексте ключевой мысли об обществе потребления. Так вот, люди, совершающие экстремальные поступки ради привлечения внимания своей аудитории, тоже живут образами себя как людей экстремальных. То есть они изначально как будто бы не принимают себя вне взаимодействия с другими людьми через свой экстремальный образ, потому что этот экстремальный образ служит для них ложным образом, с которым он себя идентифицирует. Они воспринимают себя как людей ограниченных, которым нужно выделиться именно через этот экстремальный поступок. И их аудитория является потребителями такого экстремального образа. Например, мне
попадались видео в Ютубе, где некая стройная женщина каталась на шоссейном мотоцикле, и такой езде был посвящен ее весь YouTube-канал. И случилось то, что случается со многими так называемыми мотоблогерами, экстремалами, она разбилась насмерть. Так вот, к чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что сам факт потребления такого контента большим количеством людей подталкивает экстремалов ездить на шоссейных мотоциклах все быстрее для получения еще большего количества просмотров и их материалов. Так вот, когда-то женщина-мотоциклистка разбилась, представители ее аудитории писали в комментариях под ее видео о том, что им ее жаль. Но с одной стороны, им ее жаль, но с другой стороны, если бы она ездила медленно на каком-нибудь мопеде со скоростью 60 км в час, то навряд ли кто-нибудь стал бы ее смотреть. Так почему я вообще заговорил про экстремальные образы в контексте мысли потребления? Дело в том, что в социальной жизни человек не живет сам по себе, он является востребованным исключительно с позиции некой роли. Например, с позиции роли отца, матери, работника, экстремального блогера и так далее. И есть люди, которые выполняют функции, Допустим, есть люди, которые выполняют функции, измеряемые объективными критериями, которые выражаются в объективном результате. Например, объективность качества работы автомеханика-моториста выражается в том, как работает мотор после его разборки, ремонта и сборки. Объективность качества работы врача выражается в том, вылечился пациент или нет. Хотя я понимаю, что в этих перечисленных мной случаях есть еще множество нюансов, от которых зависит конечный результат деятельности данных специалистов. Но как минимум в этих сферах есть объективные предметы и результат, измеряемый объективными критериями. Так вот, люди осознанно или неосознанно занятые в информационной сфере тоже выполняют роль, только роль по отношению к своей аудитории, то есть к потребителям своего контента. И сравнительно с представителями объективных видов деятельности, деятельность представителей информационной сферы не имеет таких строгих объективных критериев, как, например, деятельность врачей или автомехаников. Хотя в конечном счете даже деятельность представителей информационной развлекательной индустрии так или иначе оказывает влияние как минимум на настроение человека. И можно, конечно же, списать настроение на его субъективное самоощущение, но так или иначе настроение, на которое повлияла и информация, воспринятая им, побуждает его к какому-либо действию, либо бездействию. Например, когда я был подростком, мне очень хотелось иметь мотоцикл Ява, но сейчас, уже будучи взрослым человеком, я понимаю, что как же хорошо то, что мне так и не предоставилась возможность такой мотоцикл иметь. Ведь если бы он у меня был, то я бы подверг свою жизнь серьезной опасности, катаясь на нем. И, допустим, какой-нибудь современный подросток, глядя тот же самый YouTube, попросит своих родителей купить ему мотоцикл в погоне за острыми ощущениями, и тем самым он подвергнет свою жизнь серьезной опасности. Так вот, этими всеми примерами я хотел бы выразить мысль о том, что так или иначе деятельность информационных деятелей, оказывает влияние на людей, которые можно назвать косвенным, но так или иначе это влияние выражается для человека в некоем объективном результате. Хотя так или иначе человек сам пропускает через себя ту или иную и информацию, и его мышление — это и есть то, что определяет для него вред или полезность той или иной информации. До свидания, всего хорошего.